Всем привет! Сейчас на улице жарища, разгар лета, разгар сезона отпусков. Наверняка многие из вас еще поедут отдыхать. И у многих людей, которые занимаются каким-то активным отдыхом на природе, кемпингом, автопутешествия, автотуризм, даже на пикники, неважно, на дачу, куда угодно. Наверняка у многих встает вопрос по поводу того, как сохранить продукты свежими. Чтобы у вас не болела голова, долежит ли это до утра, довезете ли вы это по пробкам в жарище до места пикника, до места кемпинга, к вечеру не испортятся они. Поэтому в такую жару вопрос о том, как сохранить продукты, встает ребром. И сегодня я попытаюсь вам рассказать по поводу способов сохранения свежести продуктов, чтобы они не испортились, на примере разных устройств, холодильников, термобоксов, термопакетов, термосумок. Расскажу, чем сам пользуюсь, к чему пришел, какие-то выводы и поделюсь своим опытом. Надеюсь, кому-то это будет интересно и поможет с выбором. Поехали! Начнем, скажем так, по повышению цены. Самый бюджетный вариант сохранить продуктов — это вот такие термопакеты. Они обычно продаются около отдела заморозок. Почти в любом супермаркете можно найти. Они там стоят плюс-минус одинаково. Есть, конечно, какие-то брендовые, но тут фишка, они абсолютно одинаковые. Это фольгированный пакет. Внутри есть небольшая прослойка с теплоизоляцией и предназначена для того, чтобы вы могли в течение нескольких часов сохранить тепло. Либо холод, тут в зависимости от того, что вам нужно, либо горячую, либо холодную еду, продукты довести. Его хватает часа на 2 максимум. Его, конечно, срок службы можно продлить, взять специальные теплоэлементы, теплоаккумуляторы, хладоэлементы, положить его в этот пакет, и тогда у вас срок хранения продуктов в этом пакете возрастет. Вариант, в общем-то, дешевый, стоит от 100 до 300 рублей, в зависимости от жадности продавцов и магазинов. Бывает абсолютно разных размеров, объема, то есть здесь вы подбираете под себя. Его хватит вполне для того, чтобы по пробкам до дачи несколько часов сохранить продукты, чтобы они не испортились. Главное туда класть уже холодные продукты, можно пользоваться хладоэлементами, либо просто какую-то заморозку положить вместе с продуктами. Поэтому такой вариант на пару часов нормальный. Если хладоэлемент использовать, можно немножко продлить срок хранения продуктов. Следующий вариант уже чуть-чуть подороже. То есть термосумки, они внутри покрыты фольгированным материалом, внутри у него утеплитель. Но обычно в дешевых сумках это такая обычная пенка. Такая вот. Сюда также используются хладоэлементы, либо теплоаккумуляторы. Кладете их так, чтобы их, в общем-то, хватило. Тут жадничать не нужно. Ну, конечно, не нужно набивать сумку этими хладоэлементами, одними. Они очень много места занимают. Но, тем не менее, это уже на 4-6 часов может сохранить прохладные напитки какие-то, продукты довести тоже. То есть, если вам нужно до вечера, продукты сохранить, просто куда-то доехать и скушать их, этот вариант тоже, в общем-то, может вам подойти. Он стоит недорого, бывают разные, бывают складные, бывают разного объема, поэтому здесь тоже уже на вкус и цвет. Выбирайте по своим потребностям. Единственный их недостаток, то что они все-таки недостаточно хорошо удерживают холод. Повторюсь, это максимум до вечера у вас они долежат продукты, потом на больше можете не рассчитывать. Вот, это такой вариант. Тоже используется с хладоэлементами, либо можете импровизировать, об импровизации чуть позже. Далее уже, как по мне, более интересные варианты. Это термоконтейнеры. Обычно это вот такие жесткие контейнеры, бывают тоже разных форм, объемов. Чем больше объем, тем дольше он сохраняет холод, либо тепло, смотря что вам нужно сохранить. То есть, чем больше объем, тем больше туда влазит продуктов, тем больше туда влазит хладоэлементов. И понятно, что тем самым теплоаккумулятор становится больше, все вот это вот сохраняется намного дольше. Поэтому маленькие хранят чуть меньше, чем большие. На это тоже стоит обратить внимание. Обычно они имеют вот такую крышку. Бывает с защелками, бывает с ручками, бывает, если большие, сбоку ручки для переноски какого-то холодильника. Здесь тоже используются хладоэлементы. Они могут быть разной формы, разного размера. Тут тоже нужно понять, сколько. То есть, если вы положите сюда вот один такой маленький хладоэлемент, понятно, что он не справится с таким объемом. Нужно как-то опытным путем подбирать, сколько вам нужно. Для такого маленького холодильника я использую два вот таких довольно-таки больших теплоаккумулятора. Либо можно 3 вот этих запихать маленьких. Они уже дольше удерживают тепло. Такого вот маленького контейнера мне хватает на 2 суток. То есть, если я куда-то выезжаю на выходные,
Я загружаю сюда 2 хладоэлемента, кладу сюда, например, детскую молочку, там творожки, йогурт, они холодные, свежие. То есть такой штуки достаточно для того, чтобы ездить на ПВДшке, на пикники, на кемпинг на 1-2 дня. Самое главное, пореже открывайте крышку и храните такие контейнеры где-то в прохладном месте, в теньке. Потому что, понятно, если вы оставите его на солнце, он намного быстрее нагреется. Либо если вы оставите его в закрытой машине, в которой может там градусов 50 быть на солнце без проблем. Поэтому прячьте его куда-то в тенек, чтобы на него солнышко не светило, и он простоит подольше. Такой небольшой лайфхак, чтобы, например, не... Вот я вам покажу. То есть хладоэлементы занимают довольно-таки большой объем, внутренний полезный объем занимается этими хладоэлементами. Плюс после того, как они, вот сейчас они уже у меня растаяли, потому что они здесь уже 2 дня лежат, они уже становятся вам не нужны, потому что они растаяли, но их приходится с собой туда-обратно возить. То есть они занимают довольно-таки большой объем, и их пока заново не заморозишь, использовать, в общем-то, нельзя. Вот, поэтому такой небольшой лайфхак. Я обычно беру, например, бутылку воды какую-то, самое главное, не газированную, потому что газировку, если замораживать, она лопается. Замораживаю бутылку с водой, с питьевой, либо просто какие-то продукты, там, не знаю, мясо, рыбу замороженную, все что угодно можете взять, овощи замороженные, и положить сюда вместо вот этого хладоэлемента. И получается, что вы приезжаете куда-то на природу, у вас за это время блюдо, там, мясо разморозится, да, и будет готово, потому что вы его положили на гриль, на мангал. И при этом оно отдаст свой холод другим продуктам, тем самым сохранив их свежесть. При этом, получается, вы там воду выпьете, мясо съешьте, да, и у вас просто так не будет пропадать объем, потому что вы не будете таскать с собой эти хладоэлементы, поэтому это такой тоже небольшой лайфхак. Можете использовать какие-то либо продукты, либо воду замороженную. Тоже продлит срок хранения ваших продуктов. Как по мне, отличный вариант, если вы едете там на 2 дня на природу, на ПВДшку. Они довольно-таки бюджетные, бывают разных фирм, формы, размеров, разные там с ручками, как я уже говорил, с такой ручкой, с крышкой. Вот. Но у них единственная проблема, они уже немножко тяжелее, чем вот такие сумки, они не складываются, то есть если такие сумки зачастую можно сложить, они уже места не занимают, когда она вам не нужна, то этот объем постоянен. Также такие контейнеры некоторые люди делают самостоятельно, просто используя какую-то теплоизоляцию, там, не знаю, которая осталась, например, от строительства какого-то. Такой вариант тоже имеет место, отличная штука. Это мы с вами обсудили те варианты, которые не требуют внешнего источника питания. Далее уже идут холодильники термоэлектрические, так называемые, на элементах пельтье основаны. Они очень похожи на вот эти холодильники, либо на термосумки, просто у них в крышке встроен элемент пельтье, который при прохождении через него тока создает разность температур, там, с одной и с другой стороны. С одной стороны он нагревает, с другой стороны он охлаждает. Такие холодильники стоят уже существенно дороже, чем такие боксы, где-то раза в 2-3. И при этом, на мой взгляд, обладают довольно-таки маленьким КПД. То есть поэтому этот холодильник у меня сегодня не представлен, потому что я не вижу целесообразности в его покупке. Его максимум это где-то 10, ну максимум 15 градусов ниже температуры окружающей среды. То есть если у вас на улице плюс 35, на 10 градусов 25 у вас будет внутри. Ну, мне кажется, это сомнительная, в общем-то, польза. Жрет он довольно-таки много заряда аккумулятора, потому что он работает постоянно, он не выключается как компрессорный холодильник. То есть он постоянно молотит, при этом расход довольно-таки большой. И по сути получаем просто более продвинутый термоконтейнер, в котором установлен этот элемент. Ну, возможно, он просто продлит вам, если вы туда закинете хладоэлементы, вот в таком варианте можно его использовать. То есть закинули туда хладоэлементы, продукты и уже включили, чтобы он помогал хладоэлементам немножко дольше сохранить холод. То есть такой вариант возможен. Также эти холодильники термоэлектрические обладают еще функцией нагрева. То есть там обычно либо есть переключатель, либо просто полюсовку нужно поменять, плюс с минусом, и он начинает в обратную сторону работать, то есть нагревать все, что у вас внутри. С этой, кстати, ситуацией у меня связана довольно-таки и печальная, и веселая история. О ней я расскажу в конце, поэтому не переключайте видео. Вот. Это что касается термоэлектрических холодильников. Как по мне, лучше на них деньги не тратить, потому что они, ну, сомнительно, скажем так, от них польза, а стоят они существенно дороже, чем вот эти. Лучше, если у вас финансы не позволяют взять вот такой бокс, и на 2 дня вам может его хватить, да, без проблем. Там. А если он большой, может быть и 3-4 дня хватит, если вы открывать не будете. Вот. Либо, если денег побольше, следующий вариант переходим, это вот такой компрессорный холодильник. То есть это уже полноценный холодильник, как у вас дома, в общем-то, который умеет замораживать. Например, конкретно этот до минус 20 может делать. Ему не важно, какая температура на улице, он работает как обычный бытовой холодильник. С одной лишь разницей. Здесь специальный
хладоэлемент в трубках, который не ядовитый в случае, если он случайно у вас начнет где-то подтекать, да, потому что который в бытовых холодильниках, он все-таки опасен для здоровья, поэтому здесь другой. И также здесь по-другому расположено крепление и сам компрессор, потому что в бытовых холодильниках, если вы откроете инструкцию, во всех холодильниках написано, что для транспортировки нужно закрепить компрессор. Компрессор, если будет болтаться на обычном холодильнике, он очень быстро выходит из строя. А вот данные холодильники, специальные автомобильные, они рассчитаны на то, что работают долгое время при вибрациях, каких-то тряски и не выходит из строя. Потому что я сталкивался с тем, что некоторые ребята пытались сэкономить, покупали маленькие вот эти холодильнички, там литров на 30 бывают бытовые, через инвертор кидали в машину на 220, и буквально там через одну поездку он у них выходил из строя. Это, в общем-то, ремонт особо нецелесообразен, он сопоставим с ценой нового холодильника. Поэтому тут лучше не изобретать велосипед, не придумывать ничего, а раскошелиться и купить действительно качественную вещь. Что по поводу компрессорных холодильников дальше? Они умеют работать от 12 вольт, а некоторые еще некоторые производители кладут специальный переходничок, который позволяет работать от 220. Это очень полезная штука, потому что вы можете с вечера загрузить продукты в холодильник, включить его дома, он у вас уже наберет холод, не будет молотить потом в машине. То есть у вас уже будут холодные продукты, остывший холодильник. И плюс можно его с собой носить там, в номер гостиницы, в кемпинг какой-то, и там тоже у вас будут холодные продукты, чтобы в машине не оставлять. Поэтому, если есть 220, это очень полезная функция. Также у этих холодильников бывают двухкамерные и однокамерные. То есть данная модель у меня как конкретно ему там уже 2 года. Это двухкамерный холодильник. Вот он так открывается. Здесь 2 камеры. Они абсолютно независимы. При этом можно вытащить разделитель, и у вас станет однокамерный холодильник. Фишка двухкамерных холодильников, они, конечно, больше. В какую-то маленькую машину их не упихнуть. Но фишка в том, что вы можете одну камеру, например, сделать минус 20, к примеру, а другую там 5 градусов. Вот здесь у вас будет заморозка лежать, а здесь у вас будут какие-то молочка, сыры, колбасы, нарезки и все остальное. Либо обе там замораживают. То есть как вам уже нравится. Это дает просто больше вариантов использования холодильника, как у вас дома, в общем-то. Поэтому штука очень классная. Обязательно смотрите, чтобы у этого холодильника была функция защиты от разряда аккумулятора. Это очень важная функция, прошу на нее обратить внимание. Обязательно смотрите, есть ли она у модели, которую вы присматриваете. Потому что остаться в лесу с севшим аккумулятором, так сомнительное удовольствие на самом деле. Пусть лучше холодильник вырубится, но вы уедете. То есть там есть специальный порог отключения, при котором при достижении низкого уровня заряда аккумулятора и вам хватит, чтобы завести машину, но холодильник вырубится, чтобы дальше его не сажать. Это очень важная вещь. На дешевых холодильниках ее может не быть, поэтому обратите на это внимание. Также на некоторых холодильниках присутствует, здесь есть функция управления по Bluetooth. Тоже классная штука. У вас обычный холодильник стоит где-то сзади, в багажнике, либо на заднем ряду сидений. И чтобы вам туда не тянуться каждый раз, да, рукой там что-то не щупать, не настраивать температуру, либо выключить, включить его, с телефона быстро посмотрел по Bluetooth, выставил температуру, выключил холодильник, либо заблокировал кнопки, чтобы дети ничего не нажимали, да, если они там рядом сидят где-то. Вот, поэтому штука прикольная. Вот скажу сразу, компрессорные холодильники очень сильно повышают уровень комфорта на природе, в кемпинге, в автопутешествиях. У вас с собой полноценный холодильник, как дома, только чуть поменьше. У вас с собой всегда свежие продукты, и вы не паритесь от того, что испортится у вас что-то или нет. Как дома, такой же холодильник абсолютно. Ну а далее не могу еще упомянуть такие холодильники, как электрогазовые либо газовые холодильники. Они в основном используются в автодомах, в автокемперах. У нас они не распространены особо, я имею в виду портативные. Они стоят дороже уже, чем компрессорные, при этом для них нужен выхлоп, потому что газ сгорает, продукты нужно куда-то удалять, да, вот горение газа. И его нельзя, получается, использовать в закрытом помещении без специального отведения выхлопа, потому что вы просто угорите. Вот. Он также может работать от 12 до 220 и плюс еще работает на газу. У них очень высокая тоже КПД. И поэтому штука интересная, если финансы позволяют и вас не смущает то, что его нужно отводить куда-то выхлоп, либо использовать только на проветриваемом каком-то пространстве, тоже можно рассмотреть. Ну, повторюсь, обычно их ставят в автодома, а у кого есть автодом, я думаю, и так уже в курсе, какие у вас холодильники там стоят, поэтому на них долго останавливаться не буду. Для того, чтобы продлить срок, повысить КПД любого из этих холодильников, есть специальные чехлы и утеплители для холодильников. Например, там
даже под компрессорные продаются отдельно специальные такие сумки, то есть как термосумка такая, только туда еще холодильник убирается. Получается, что у вас холодильник, вот сейчас вот он очень сильно нагрелся на солнышке, он прям кипяток. Поэтому надо сейчас его быстренько прятать обратно, там продукты лежат. Я его просто отключил, чтобы вам показать. Вот, он специально убирается в специальный кейс, бокс, и это немножко повышает его КПД, чтобы он меньше включался. Вот, принципиальная разница, как я уже сказал, вот компрессорных холодильников, помимо того, что они умеют замораживать и они не зависят от температуры окружающей среды, в том, что, во-первых, он работает как термобокс вот этот, да, он внутри тоже там с теплоизоляцией. Поэтому ему не нужно работать всегда. То есть он наморозил, компрессор поработал там минут 15, ну, к примеру, 15 минут, и выключился, и ждет, пока температура там не достигнет какого-то верхней отметки. Чуть-чуть температура выросла, он опять включился. То есть получается, что он не работает всегда, включается только когда нужно опустить обратно температуру. Поэтому существенно повышает его КПД относительно затрат на аккумулятор, да, вашего автомобиля. Вот лично у меня на Соболе аккумулятор стоит 75 ампер-часов. И вот этот холодильник, по-моему, 36, что ли, литров, и жрет около там 40 ватт. Мне хватает примерно, то есть 2 дня постоять, не заводя вообще мотор, то есть 2 дня, двое суток он молотит, и мне хватает без проблем потом стартануть дизель там 2.8. Обычно я где-то раз в 2 дня машину завожу, чтобы аккумулятор набрал обратную емкость. Так что сутки вообще точно ничего не случится с такими холодильниками, даже, думаю, на маленьких аккумуляторах. Но, повторюсь, следите, чтобы была защита от разряда. Друзья, забыл сделать акцент на одной довольно-таки важной вещи. В большинстве современных автомобилей, когда вы выключаете зажигание и вытаскиваете ключ, подача питания на прикуриватель и розетки прекращается. Поэтому проверьте, работает ли у вас прикуриватель и розетка при извлеченном ключе, потому что иначе вы рискуете остаться с испорченными продуктами, потому что холодильник работать не будет. То есть проверьте, работает ли у вас розетка, когда вы достали ключ. Либо оставляете зажигание включенным, но это повышенный расход аккумулятора. Если же у вас выключается подача питания, да, на розетку и прикуриватель, лучше установить дополнительную розетку под холодильник напрямую, через предохранитель напрямую от аккумулятора. Это позволит вам использовать холодильник с выключенным зажиганием, что, в общем-то, будет меньше потребления, да, аккумулятора, потому что когда вы включаете зажигание, там жрет все системы еще вокруг еще начинают жрать, а не только холодильник. Поэтому на современных автомобилях на это обратите внимание. Я это упустил, потому что Соболь не очень современный автомобиль, у него все продолжает работать без проблем. Ну, как говорится, когда минусы превращаются в плюсы, поэтому обратите на это внимание. Вот. Либо если вам не вариант делать розетку и вмешиваться в электронику автомобиля, там, мало ли там гарантия у вас, или просто не хотите заморачиваться, вы можете довозить холодильник до места стоянки, ну, подключенного к вашему прикуривателю и розетке в багажнике, например, потом его доставать и использовать. Есть специальные выносные розетки, прикуриватель, ну, то есть гнездо прикуривателя на 2 крокодильчиках. Главное смотреть, чтобы они были качественные, с предохранителем. Подключаете его, холодильник выносите куда-то в тенек, ставите и просто напрямую к аккумулятору подключаете через эту розетку. С 2 крокодильчиками прямо на сам аккумулятор. Это если у вас нет возможности, либо желания стационарно ставить розетку, которая продолжает работать при выключенном зажигании, если у вас пропадает подача питания на розетки и прикуриватель. Но это тоже как вариант. Но к нему нужно относиться аккуратно, потому что можно что-то случайно замкнуть. Покупайте качественные с предохранителем и подключайте правильно. Так, ну, наверное, по холодильникам я показал, какие бывают варианты. Повторюсь, производителей я специально там старался не показывать. Просто для примера это все, чем пользуюсь я. Вот этому холодильнику уже лет 7, вот этому 3-й год, по-моему. Ну, сумки это расходный материал, они часто рвутся. Вот, подводя итоги, что кому взять? Как я уже сказал, тут по финансам. Если вам не нужен с собой большой холодильник, и вы не готовы тратить там, ну, по-моему, сейчас компрессорный холодильник более или менее нормальный, там от 20-30 тысяч начиная и выше. Вот. А боксы там от 1000 до 1,5, до 2 можно большие боксы посмотреть. Поэтому, если вам нужно на 1-2 дня, просто банальный выезд на природу, кемпинг какой-то, вам хватит без проблем вот такого термоконтейнера, куда вы положили несколько хладоэлементов, и у вас продукты точно там до вечера, до утра доживут, если вы не будете его постоянно открывать. Если же вы всерьез планируете заниматься там автопутешествиями какими-то, либо стоите очень долго на стоянках, там неделя больше может быть, то вам нужен уже компрессорный холодильник, потому что он, повторюсь, как дома, позволяет полностью сохранить свежесть и качество продуктов. Знаете, вот когда встаешь где-нибудь на реке на несколько дней, нет ни одного деревца рядом где-то, ну, около пляжа,
и на третий день достать из морозилки мороженое леденющее, вот это, честно, никаких денег потом не жалко на холодильник, когда можешь либо холодный напиток достать, либо мороженку скушать там на третий день стоянки. Это многого стоит, поэтому вот осознаешь полезность холодильника именно в такие моменты. Поэтому еще раз, если не хочется много денег тратить, смотрите термоконтейнеры. Термоэлектрические реально не советую. Это просто вы переплатите в несколько раз, а получите примерно то же самое. Лучше, если уж у вас стоит цель подольше сохранить продукты, обратите внимание на компрессорные холодильники. Я уверяю, вы не пожалеете. По размерам тут уже определяйтесь под себя, сколько вам не тяжело таскать, сколько влезет в ваш автомобиль, какой объем, чтобы можно было там открыть, чтобы поставить багажник, вытащить. Может быть, вы хрупкая дама, то понятно, что вам большой там 40-литровый холодильник, он же 40 литров это внутри, так-то он еще больше. Особо не поднять, да, будет. Поэтому колесики тоже очень удобная штука, если вы планируете большой какой-то либо бокс брать, они тоже бывают с колесиками, либо компрессорный. Повторюсь, как я использую, я от 220 его питаю дома, закидываю туда все продукты, с утра выкатываю на колесиках по пандусу и закидываю в машину. Это очень удобно. Также можно с собой брать в гостиницу, в какой-то номер, чтобы у вас тоже были с собой продукты. Не оставлять этого в машине, не расходовать заряд аккумулятора. Надеюсь, тем из вас, кто не мог определиться между тем, какой способ охлаждения, сохранения продуктов выбрать, найдет ответ в этом видео. Вроде все рассказал, надеюсь, ничего не забыл. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также, кстати, у меня появился телеграм-канал, там можно что-то обсудить. Поэтому давайте общаться, делиться опытом. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Отдыхайте чаще, отдыхайте активно, ездите на природу. Пока-пока. А я же вам историю обещал рассказать. Чуть было не забыл. Тем, кто досмотрел, спасибо. Сама история заключалась в том, что как-то раз мы поехали на речку, было очень жарко, там прям плюс 35 и в тени, жарище, солнце, и мы поехали на речку искупаться. И по пути заезжали в магазин, набрали с собой прохладительных напитков, и у одного моего знакомого был как раз термоэлектрический холодильник. А как я вам уже говорил в ролике, у него бывает два варианта работы, то есть нагрев, либо охлаждение, потому что там в зависимости от полюсовки элементы этого. Так вот, набрали мы с собой прохладительных напитков, холодненьких, закинули в этот холодильник и думаем, сейчас нам ехать 2 часа примерно было до этого места. Приедем, и у нас будут холодненькие напитки. Вот прям, знаете, едете, по пробкам стоите, думаете, сейчас будет прям классно. Сейчас приедем, все распакуем, выпьем холодненького. Каково было наше удивление, когда мы приехали, оказалось, что парень взял и поставил неправильную полюсовку. Вместо того, чтобы 2 часа охлаждать, в плюс 35 он нагревал. Это был фейл, ребята, поэтому пришлось потом это все в реку опускать и остужать уже в реке. Но вот такая ситуация. Если у вас термоэлектрический холодильник, не забывайте следить за правильной полюсовкой, потому что можете нагреть свои продукты. Вот. Спасибо тем, кто досмотрел до конца.